Неочередные выборы во Франции, когда появятся электронные повестки в Украине и кто подставил Нетаньяху. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Где Украина спрячет F-16 и не атакует ли Россия за это страны НАТО? Там буде надаватися разом з літаками спеціальний контейнер. Выборы в Европарламент, сюрпризы и разочарования. Я могу только приветствовать это решение, которое соответствует логике институтов Пятой Республики. Мы готовы к этому. Большая семерка готовится к войне с китайскими банками или все не так сложно? Нас беспокоит то, что Китай все больше становится фабрикой российской военной машины. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наши каналы и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте, это тоже очень важно. Поехали. Части F-16 будут храниться на авиабазах за пределами Украины. Это сделают для того, чтобы самолеты не стали мишенями для оккупантов на украинских базах, рассказал в интервью изданию «Радио Свобода» командир воздушного командования «Центр». Говорит, это будет резерв для сил обороны, и это позволит им не стать мишенями. К тому же все самолеты пройдут соответствующую модернизацию. Я можу з точністю сказати, що всі літаки, які будуть надаватися, пройшли певну модернізацію, там покращений приціл стоїть для виявлення повітряних цілей. Там буде надаватися разом з літаками спеціальний контейнер, який дозволяє знаходити і наводити ракети, бомби на наземні цілі. Також ця модернізація в основному стосувалася переобладнанню літака для використання саме високоточної зброї. В Вікіпедії можна прочитати, це іде абревіатура МЛУ. Тобто це саме ці літаки будуть надаватися Україні. Тому, звичайно, ми очікуємо, що використання саме високоточної зброї дозволить нам уражати саме ті цілі, які потрібно для перемоги, для просування наших наземних військ до державного кордону і визволення наших територій. Электронных повесток не будет, обещают в Украине. Электронных направлений на медкомиссию не будет тоже. Об этом говорит народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Венеславский. Еще он говорит о том, может ли ТЦК задерживать людей прямо на улицах. Работники ТЦК и СП не имеют права задерживать людей. Право на задержание людей есть только у работников национальной полиции. Просто для обновления военно-учетных данных нет. Но если во время проверки документов выяснилось, что гражданин Украины находится в розыске, то есть он уже должен был быть мобилизован, ему приходили повестки и тому подобное, представители национальной полиции могут задержать и доставить этого человека в соответствующее подразделение ТЦК и СП. И здесь без разницы, до или после 16 июля. Сейчас в Украине разрабатываются правила бронирования работников компаний от мобилизации. Мы спросили у экономиста Ukraine Economic Outlook, поможет ли механизм бронирования улучшить экономическую ситуацию в Украине. В начале июля будет полностью внедрено бронирование через ДИЮ электронное. Должен признать, что это сильно улучшит ситуацию для очень многих предприятий. То есть это 700 тысяч человек, как минимум, которые сейчас являются критически важными для экономики, и они смогут подтвердить свои документы, остаться критически важными и выполнять, обеспечивать экономику. Это не люди с какими-то высокими доходами или разные тезисы. Это действительно люди, которые выполняют определенные важные функции в критических отраслях экономики. То есть оно же даже как называется. Компания получает не бронь, компания получает статус критически важной для экономики Украины. И как критически важная, она может уже претендовать на бронирование только 50% военнообязанных своих сотрудников, не 100%. Первые результаты выборов в Европарламент, первые экзит-полы. По предварительным официальным результатам Европейская народная партия, которая объединяет правоцентристские силы, скорее всего, одержит победу на этих выборах
и получат, по данным на момент записи этого видео, 184 из 720 мест. На втором месте левоцентристское объединение «Прогрессивный альянс социалистов и демократов». Они получают 139 мандатов. Третьими, скорее всего, придут либеральная фракция «Обновляя Европу». У них 79 мест, и в целом явка на выборах составила 51%. Приветствую вас из Брюсселя в Берлин и от всей души поздравляю с великолепным результатом, которого вы достигли. Действительно, ХДС, ХСС, вы вместе выиграли эти выборы в ЕС, в Германии. Это действительно здорово. Мы в восторге от того, чего вы добились. Вы знаете, что нам здесь, в Европе, еще придется подождать несколько часов, поскольку в некоторых странах-членах ЕС избирательные участки еще открыты. Но это тем лучше, что вы установили тенденцию. Самые сильные усилия, стабильные, в трудные времена и достижение этого результата с некоторым отрывом. Очень-очень искренние поздравления Берлину. Вы проделали фантастическую работу. А вот во Франции результаты выборов удивили действующего президента настолько, что он объявил досрочные парламентские выборы. Скорее всего, такое решение президент принял из-за того, что во Франции на европейских выборах победу одержала политическая сила политика правого толка Марин Ле Пен. Французы высказались, и эти исторические выборы показывают, что когда народ голосует, народ побеждает. Отдав более 32% списку национального объединения, французы только что дали нам самый высокий результат за последние 40 лет среди всех партий вместе взятых. Это настоящее чувство – видеть, как эта прекрасная народная сила поднимается по всей стране. Президент, откликнувшись на призыв Джордана Борделла, только что объявил о распуске Национального собрания и, таким образом, о возвращении на избирательные участки французского народа через несколько недель. Я могу только приветствовать это решение, которое соответствует логике институтов Пятой Республики. Мы готовы к этому. Выборы в Национальное собрание Франции должны пройти 30 июня, а затем второй тур состоится 7 июля. Лидеры стран Большой Семерки готовят предупреждения для китайских банков, которые помогают РФ обходить санкции. Внимание, страны G7 обещают уделить не крупным банкам, а небольшим учреждениям, которые как раз и участвуют в сложных схемах по обходу санкций российскими компаниями. Ограничивать в международных SWIFT-платежах или в использовании долларов и евро не планируют. Нас беспокоит то, что Китай все больше становится фабрикой российской военной машины. Вы можете назвать это арсеналом автократии, если учесть, что военные амбиции России явно угрожают существованию Украины, но все больше и больше европейской безопасности, НАТО и трансатлантической безопасности. Необычное противостояние между Северной и Южной Кореями продолжается. В ответ на атаку воздушными шарами с мусором, которые КНДР отправила в сторону Сеула, южнокорейская армия разместила на границе громкоговорители и собралась транслировать пропаганду свою с призывами к свержению режима. А в Северной Корее пригрозили ответными действиями в случае старта такого вещания. Военные Республики Корея пообещали пока не начинать. Пока. К настоящему моменту вещание из громкоговорителей не велось. Известно, что сегодня не планируется. В случае низкого поведения Северной Кореи готовы начать вещание немедленно. Непонятно, кто выиграет эту мусорно-психологическую войну, но накал страстей на линии разграничения между двумя Кореями заставляет следить за ситуацией. Если по этому поводу высказывается уже даже сестра Ким Чен Ына, ситуация серьезная. Если Республика Корея будет одновременно разбрасывать листовки и устраивать провокации с громкоговорителями через границу, она, несомненно, станет свидетелем новых ответных действий КНДР. Министр военного кабинета Израиля и один из лидеров оппозиции Бенни Ганц ушел в отставку. Собирался он сделать это давно, взял паузу на время для освобождения заложников и после написал заявление. Бенни Ганц ждал плана развития боевых действий от Нетаньяху до 8 июня, но так его и не получил.
К сожалению, Нетаньяху мешает нам продвигаться к истинной победе, которая является оправданием продолжающихся и болезненных затрат на войну. Именно поэтому мы покидаем сегодня чрезвычайное правительство с тяжелым сердцем, но с полной уверенностью. Почему все против премьер-министра? Ведь война вроде как идет, победа за победой. Да, премьер-министр не соглашается на компромиссы. Да, ему угрожают Международным уголовным судом. Почему уход одного из главных оппозиционеров из военного кабинета может изменить ход событий? Есть то, что, безусловно, отражается в социальных сетях, в студенческих городках, но последние опросы показывают, что, конечно, в Соединенных Штатах широкое большинство американцев продолжает поддерживать Израиль и считает, что он имеет полное право защищаться от Хамаса, который является террористической организацией. При этом очень легко ссылаться на протесты и считать, что это повсеместное и общепринятое мнение. Даже после военного рейда, в ходе которого были спасены 4 израильских заложника в минувшие выходные, большая часть того, что отражается в социальных сетях, похоже, сосредоточена на жертвах среди палестинцев, которые могли быть получены в ходе этой операции. Однако все данные о якобы погибших поступают от Хамас и не поддается проверке. Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые и новые видео. И мы призываем вас не останавливаться на достигнутом и продолжать делать то, что вы делаете. И мы будем продолжать делать то, что делаем мы. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. И на этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.